Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня готовим блинный пирог с яблоками. И для начала займемся тестом для блинчиков. В небольшой миске взбиваем 2 яичных белка с половиной чайной ложки соли до состояния устойчивой пены. Отдельно взбиваем миксером 300 граммов сметаны, жирное значения не имеет, 2 столовые ложки сахара, ванилин и 4 желтка. Туда же просеиваем 200 граммов пшеничной муки и чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем и постепенно добавляем 300-350 граммов теплого молока. Количество молока будет зависеть от влагоемкости муки и густоты сметаны. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и все смешиваем. Вводим в тесто взбитые белки и смешиваем тесто до однородного состояния. Выпекаем из этого теста блинчики. Хорошо разогретую сковороду смазываем маслом, наливаем порцию теста и, как обычно, печем с обеих сторон. Если тесто покажется вам густым, добавьте еще несколько ложек молока или воды. Для этого пирога отлично подойдут любые блины и блинчики, даже вчерашние, если, конечно, они у вас остались и вы не знаете, что из них приготовить. В результате из этого количества продуктов получается 17 блинов диаметром 24 сантиметра. Убираем их в сторонку и займемся начинкой. Нам понадобится 4-5 крупных, желательно кислых яблок. Удаляем у них сердцевину и при желании очищаем от кожицы. Нарезаем яблоки кольцами или полукольцами как можно тоньше. Дополнительно смешиваем 100 граммов сахара с чайной ложкой корицы. Кроме того, необходимо растопить 100-150 граммов сливочного масла. Все продукты подготовлены и можно собирать пирог. Форму для запекания смазываем маслом. Выкладываем блинчик, который тоже смазываем маслом. Поверх раскладываем слой яблок. И посыпаем сахаром с корицей. Опять блин, смазанный маслом. Яблоки и сахар с корицей. Так поочередно выкладываем все продукты в форму. Вместе с яблоками в пирог можно добавить тонкие ломтики бананов или вовсе заменить яблоки на груши. Верхний блинчик тоже смазываем маслом. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку. Выпекаем пирог при температуре 170-180 градусов в течение 35 минут. А за 5 минут до истечения времени взбиваем 2 оставшихся яичных белка до пышной пены. Постепенно в несколько приемов добавляем 40 граммов сахарной пудры. Это 2 полные столовые ложки. И все вместе взбиваем еще 2 минуты до получения густой, глянцевой, белково-сахарной массы. Достаем форму из духовки, снимаем с нее фольгу и наносим взбитые сахаром белки поверх пирога. Снова отправляем форму в духовку и оставляем подрумяниться при той же температуре в течение 10-15 минут или до красивой карамельной шапочки. У меня пирог находился в духовке еще 15 минут. Достаем его
и снимаем разъемное кольцо. Конечно, этот пирог особенно вкусен в горячем виде. Но учитывая, что съемки видео мы закончили ближе к полуночи, я оставила его остывать до утра. И вот так он выглядит на следующий день. Нарезаем его на порционные куски и при желании поливаем фруктовыми сиропами, растопленным шоколадом или подаем с шариком мороженого. Пирог прекрасно держит форму, на вкус кисло-сладкий, с ароматом корицы и сливочного масла. Очень вкусно. Наслаждайтесь, мои дорогие. Приятного аппетита! Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы и подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!